say genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим очень красивые динамические наушники от всем нам знакомой компании Celeste. Наушники приходят в очень маленькой коробке с приятным темным оформлением и изображением самих наушников на лицевой части и названием этой модели Viverne Abyss. Тут находится QR-код для проверки оригинальности продукта и ссылки на все социальные сети производителя. А сзади указаны технические характеристики. За звук здесь отвечает динамический излучатель с диафрагмой LCP диаметром 10 мм, чувствительность составляет 105 дБ, и они получили 32 Ом импеданс. А теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. 3 пары силиконовых амбушюр. Инструкция на английском и китайском с графиком АЧХ этой модели. Знакомый мне кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 джек. Точно такой же кабель шел к наушникам Pandamon, и уверен, вы все их прекрасно помните. Ну а смотрятся наушники тут просто на 10 из 10. Лицевая панель у них тут просто заглядение, да еще и с 3D эффектом и переливом на свету, что довольно редкость. Да и к плюсам стоит отнести то, что они очень миниатюрные и полностью выполнены из темной медицинской смолы. А тут расположился стандартный разъем 2 пин, и рядом здесь находится отверстие для компенсации и надпись Celeste на обоих наушниках. А вот звуководы у них тут средние и с металлической решеткой сверху. Ну и с посадкой дела здесь обстоят отлично. Наушники очень комфортные и удобные в использовании и прилегают очень плотно к уху. Поэтому со звукоизоляцией, ребята, тут все отлично. Ну а теперь мы подошли к самой главной части обзора, к разбору звучания наушников Celeste Viverne Abyss, которые имеют четко соблюденную цель Harman Target. И да, в последнее время что-то слишком много наушников стало именно с таким вот тюнингом. Но эти выделяются тем, что звучат, во-первых, не ярко, то есть я переживал, что область верхней середины здесь будет доминировать, как в других наушниках. Но, во-вторых, здесь все оказалось совсем иначе. И в целом общий тон подачи тут вообще не яркий. Низкие частоты имеют усиление на 10 дБ, высокие частоты наоборот, ощутимо притемненные. То есть никакой аналитичной холодной стороны здесь нет. Это чисто комфортная, очень теплая и басовитая подача. И звучат они вот совсем иначе, например, в сравнении с Syngot Supermix 4, которые тоже были настроены на четкое соблюдение цели Harman Target. Но давайте разберем эти наушники подробнее. Низкие частоты здесь представлены с реально ощутимым весом и глубиной сабаса, но с чуть большим смещением акцента все-таки в сторону мидбаса, который более заметно подчеркнут и имеет прям по-хорошему так выделенный панч и удар, а затухание здесь плавное и атака вполне неплохая. Не такая, конечно, резкая, как у техничных планаров и других динам, а чисто более аккуратная и плавно нарастающая. И единственное, что мне хотелось бы тут получить, это больше прозрачности и слышимости текстуры и поменьше все-таки теплоты для лучшей слышимости сатурации и всех гармоник. А вот серединка тут хороша, смягченная, очень теплая и именно приятная на слух. Нету тут странного тембра у вокала, наоборот же, все очень узнаваемо и вполне достоверно. Чем-то даже они мне напомнили наушники LED Shure S08, только тут чуть больше усиления на верхней середине. За счет этого вокал тут подается более энергично, но по-прежнему без утомительной яркости. И воспринимается он чуть более открыто и широко в пространстве, а ударные барабаны тут более явно пробиваются в миксе. Да, конечно, прозрачности тут не так много, и разрешение вполне обычное, но и не забывайте, что это очень бюджетные наушники. А высокие частоты здесь подаются прям на редкость в последнее время, максимально музыкально, супер гладко и точно притемненно. Детальность тут, конечно, не рекордная, но, по крайней мере, тарелочки и перкуссии лично мной слышны. Но за аналитикой какой-то убойной техничностью и нереальной прозрачностью и воздушностью сюда точно не стоит идти. Наушники также не показывают какие-то проблемы в композициях, а просто скорее
наоборот, принимают приятную, по аналоговому сглаженную сторону, где цель у вас как слушателя это просто послушать музыку, а не сидеть там пытаться что-то разобрать, проанализировать или промониторить, и уж тем более услышать, где же там пролетел комар. Послезвучие из-за спада на высоких частотах тут также более короткие, и различные микронюансы здесь далеко находятся не на первом плане. В общем, если вам важен баланс, и вы предпочитаете просто расслабляться и погружаться в мелодии, а не проводить сверхдетальный и хирургический анализ каждой ноты, то это ваш вариант. А вывод по этим наушникам у меня получился таков. Celeste Viverne ABS будут отличным выбором для тех, кому нужны недорогие и очень красивые наушники с настройкой Harman 2019, с довольно качественным и массивным басом и приятной неутомительной тональностью, которая отлично зайдет в HF-обам.